Всем привет! Вот такое пространство между газоблоками и плитами перекрытий у меня есть, и сегодня я буду их заполнять. Напоминаю, что мой канал про стройку, и я строю свой первый в жизни дом, и поэтому это лишь мое личное мнение, все делаю первый раз, поэтому мои действия не являются примером для подражания. Я просто рассказываю, как и что я делал. Вот эти вот места я не буду заделывать раствором, потому что тут очень маленькое расстояние. Вместо этого я буду запенивать. В прошлом видео я показывал, какой пеной я пользуюсь. Это Технониколь с большим первичным и вторичным расширением. Итак, я зарядил пистолет пеной, подобрал нужный мне выход пены с помощью регулировки и начинаю постепенно все запенивать, все вот эти вот швы. Очень жалею, что предварительно я не побрызгал здесь водой, тогда было бы сцепление и расширение лучше, но как сделал, так сделал. Плавными движениями я заполняю, стараюсь все пустоты, чтобы было как можно более герметично. Я стараюсь, чтобы пена ложилась не по самому верху, а маленько все-таки заполняла внутреннее пространство шва. Жаль, что детей в этот день на стройке не было. Эту работу они очень любят и постоянно спорят, кто же из них будет пенить. Ну, действительно, очень интересный для них процесс, даже для меня. Все торцевые соединения плит я также стараюсь получше пропенить, лишним это не будет. Ну вот все щели заполнены пеной, и теперь я перехожу ко второй стадии работ — заполнения широкого пространства между плитами и газоблоками. Заполнять пустоты я буду раствором. Но в раствор я добавляю газобетон, который я из штраб доставал. Я его кидаю вначале в воду. Газобетон я ломаю, на такие на средние кусочки. Не сильно мелкие, не сильно крупные. Для чего нужно замачивать газобетон? Для того, чтобы когда он потом соприкоснется с раствором, причем раствор довольно жидкий, замешиваем. Чтобы он сразу раствор колом не встал. Чтобы раствор мог протекать мимо газобетона, заполняя все щели. Раствор хоть и жидкий, но при соприкосновении с сухим газобетоном, газобетон сразу всю влагу с раствора заберет себе. Чтобы это исключить, я его замачиваю. Потом замоченный газобетон я достаю и бросаю уже в раствор. Работать руками, конечно же, хорошо, удобно. Чувствуешь, что и сколько ты берешь и куда кидаешь. Но все-таки я пришел к тому, что мастерком работать гораздо удобнее. И руки остаются сухими. Все-таки инструменты придуманы не зря, и ими надо работать. Работая мастерком, процесс движется даже быстрее, чем когда я делал это руками. И тут я его перемешиваю с раствором. Получается вот такая вот масса. Так как раствор жидкий, перемешивание происходит довольно-таки легко. Теперь беру раствор с газобетоном и заполняю им шов. Стараюсь захватывать побольше газобетона, чтобы он лучше заполнял пространство. Потому что смысл всего этого, чтобы меньше мешало раствора, ну и что вот эти ненужные мне пока куски газобетона казались нужными. Тут вот уже лежит
свежеуложенный газобетон. В этом месте я сразу не догадался, что можно было положить еще 2-3 сантиметра ЭППС. Но все-таки я надеюсь, что мой газобетонный бетон окажется теплее, чем просто бетон или просто раствор, за счет того, что газобетон в нем присутствует. И надеюсь, это снизит то количество тепла, которое будет уходить из дома через этот ряд, где находятся торцы плит. После укладки важно немного провибрировать все то, что у нас получилось, для того, чтобы раствор лучше все полости заполнил. Видно, вот на поверхности сейчас всплывают пузырьки воздуха. Значит, воздух уходит наверх, и внизу остается только раствор. Это хорошо. Вибрировать мастерком очень удобно. Ни арматурой, ничем другим в этом случае вибрировать не получится, потому что газобетон просто не даст. Придется тогда крошить его тем, чем вибрируешь. А мастерком очень удобно, потому что он ложится между газобетоном и стенкой газоблока и прекрасно передает вибрации на весь объем уложенного газобетона. Вот видно, опять оголились кусочки газобетона. Нужно еще немножко растворчику. Теперь, наверное, все. Еще контрольный. Теперь можно ложить дальше. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Если не трудно, оставьте лайк, напишите комментарий. Это очень поможет каналу. В следующих видео я буду продолжать кладку стен второго ряда. Прощаюсь с вами до новых видео. До свидания, друзья.